И, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Сегодня я пришла в Мигрос немножко сориентировать вас по ценам. Давно мы не были в Мигросе. И давайте посмотрим, что сколько стоит. Кокос. Одна штука 54 написано. Авокадо 39. Штучка. Сколько сейчас стоит авокадо в России? Напишите, кто из России смотрит. 500 грамм абрикосы 179 лир. Нектарины, ой, как они называются? Персики, шефтали по-турецки, 169 лир за 500 грамм. Но они невкусные. Мы уже пробовали и абрикосы, и вот это все пробовали. Они очень жесткие. Мы так на пробу взяли парочку. Вот. Так, что еще тут? Бананы. 109 лир. На рынке, конечно, дешевле намного. Вот это вот что интересно. Вот я его вижу часто, но не знаю вообще, что это такое. Кто знает, расскажите. Даже поэтому не знаю, не могу сказать, что, как называется это и сколько оно стоит. Вот здесь вот что-то написано, давайте посмотрим. Чала бадем. Короче, ладно, не буду, потому что не знаю, не буду даже говорить. Так, виноград 149 лир за 500 грамм. Вот, то, что, короче, знаю, то и говорю. Апельсины 59 за килограмм. Груши 77 лир. Земляника 149 за килограмм. И вот, например, вот такая вот упаковочка выйдет вам в 62 лиры. Земляничка. Яблочки 59 лир, 64. Лимоны 79. 400 грамм Монтар. Что-то не вижу. Грибочки. Ну ладно, проходим дальше. Кабачок 39 лир пишут. Кстати, смотрите, наконец-то я нашла это. Опять я спутала. Это же не сельдерей, да? Нет, это лук, получается. Да, это же не сельдерей. Пираса. Я же правильно понимаю, это же уж не сельдерей вроде. Это же лук, пари, да? Так, я думала, это сельдерей. Ну, ладно. Брокколи стоит 99 лир за килограмм. Морковка 59 за килограмм. Баклажан 46. Помидоры 59. Перец 36, это 46, ача-бибер 92, татлы томатос, это вот 49 лир, и огурцы 27 лир. Так, здесь грибочки, орешки за килограмм 229 лир. Давайте сразу посмотрим вот этот вот холодильничек, самый интересный, где обычно ложат всякие продукты, которые покупают часто. Сосиски. Не написано, не вижу. Сыр 600 грамм 242 лиры. Вот, и разные есть вот такие вот креветки. Только зачем они здесь есть? Раз тут есть уже рыбный магазин. Вот из цен вот так вот. То есть самон 299, хотя можно купить рыбу и засолить. И за 139 пишет. Вот, в общем, ничего такого интересного я не нашла. Вот эти вот зеленые сливы сейчас продают. Ирик называется. Зеленые. И турки любят с солью кушать. А еще я здесь манго нашла, смотрите. Но цены почему-то не вижу. Цветочки продают, смотрите. Есть печка, где прям тут готовят всякие вкусняшки. Семитики. 37, нет, это не то.
Так, не вижу цен. В общем, берете вот отсюда вкусняшки и пакетики. Вот этот хлеб, кстати, мне очень нравится. Он, конечно, 60 стоил, не знаю сейчас сколько уже стоит. И цен я не вижу, к сожалению. Такой холодильничек вкусняшек всяких. Киндер Пингви уже 22 лиры. А, здесь несколько штук, 4 штуки. Вот, что еще тут есть? Вот кофе можно взять. Написано со Старбакса. Вот такое вот разное есть кофе. Милкшейк 31. Вот. И пончики есть вот такие вот. Всякие, кому нравятся. Брауни продают. Тортик, смотрите, по 125. Такой вот вкусняшный. Вот такие киндеры тоже можно купить. Пицца замороженная тоже можно, считай, отсюда вытащить, поставить в печку. Печку стоит 129 лир. И согреть. Хлеб 12,50, как и везде. Батон. И здесь вот есть разные упакованные уже хлеба. По мясу уж. Я помню, когда в Алании снимала в Мигросе, мне сказали, нельзя снимать. А вот, может, и здесь тоже что-то скажут. Поэтому быстренько сниму по ценам. 589 мясо, 639, 889 и 1131 антрикот. А баранина 629 за вот такую вот ляжку. Смотрите, что там еще есть. Косточки. Так, и давайте сырные продукты покажу вам. Всякие вкусняшки. Вот здесь вот самый любимый творог мой по 206 продают. Кстати, подешевел как будто. А, нет, наоборот, 175 стоит. 750 грамм зерновой творог. Кстати, вот очень-очень мне нравится. Написано даже по-русски. Есть сметана, тоже написано, смотрите, по-русски. Вот, но я не знаю, зачем ее такую маленькую покупать, когда есть йогурт густой. Стоит 32. И вот такая вот есть, смотрите. Сметана тоже. Вот такая уже, более большая. Сметанка стоит. Муренка 131,50. Сыры по 305, по 240. Вот такие большие куски. 700-граммовые. 275, смотря какая фирма, да? Вот такие вот есть кругленькие по 400 грамм, 169 лир. 60 грамм нарезанный сыр, 55 лир. Вот такой вот 49 лир нарезанные. Чеддер есть, 200 грамм, 179 лир. Чеддер, кстати, тоже нарезанный. Вот. Это, кстати, вот попробовала я тоже на завтрак. Его можно на сковородке. 250 грамм, 84 лира. Вкусный, очень понравился. Хилимпенир называется. Вот, и для тостов там тоже по 200 грамм. 200 грамм сыра 87 лир всего лишь можно взять. То есть цены есть разные. Для бургеров 350 грамм, 255 лир. 200 грамм, 99 лир для бургеров. Есть разные. Вот такой вот есть. 400 грамм по 250. Ну и наш любимый вот такие вот сыры в водичке. Они как мячик, как косички. 200 грамм 119 лир. 99 лир. Так, моцарелла 200 грамм 137 лир. Уже, кстати, этот сделанная. И есть вот с чеддером по 137 лир. 200 грамм. Уже через терку проведенная. Здесь тоже очень разные виды сыра. Это пармезан, знаю. А вот это какой интересный. Вот такой я сыр, кстати, люблю. Гравьер. С дырочками. Тоже очень классный сыр. 176 лир. Есть сыры оплавленные. Вот, кстати, мы пробовали вот такой вот с чеддером. Очень понравился. И вообще плавленые сыры здесь в Турции очень вкусные. Есть вот такие вот
на завтрак, где всегда семитик нарисован. Это ломтиками по 29 лир есть, вообще недорого. Вот. Здесь маргарин внизу. Маргарин я не покупаю, поэтому особо, конечно, не знаю по ценам сколько-то. Ну, например, давайте покажу. Может быть, кому-то интересно. Маргарин 6 штук по 250 грамм, 167 лир. Есть 159 лир. А есть вон 3 штуки по 117 лир. Так, мужчина отвлек, спросил, какие лучше колбасы покупать. Я ему объяснила. Так, смотрите, килограмм нормального маргарина, сливочного масла, 82%, стоит 349 лир. Вот здесь по акции можно взять. Вот, смотрите, 82% написано. Вот это хорошее. Смотрите, 349, да? И тут же килограмм без скидки 635. Какая разница? 300 лир разница. Конечно, вот такую лучше взять. Вот тут же 595 есть. Это 500 грамм. Я уж про килограмм показываю сразу. Вот. В общем, можно вот тоже 500 грамм, 192 лиры. Очень так выгодно получается. Вот такие цены. В общем, килограммчик 350 лир. И умножить это, если на рубли, это где-то 780, где-то так, да? Килограммчик сливочного масла 82%. Сколько у вас стоит? Вот. И вот только что объясняла мужчине. Мы обычно берем всегда из колбас. Это вот такую нарезку. Фуме называется. Вот, похожая больше на ветчину. В батоне, то есть вот в такой вот большой колбасе, не бывает ее. Она только всегда в нарезках. Там вот есть вот такая вот колбаса, но она, если честно, вообще как будто без мяса. Вот такая вот. Она, в принципе, недорогая, 81 лиру. Вот такая вот. Мужчина, кстати, ее взял. Она как бы, знаете, из курицы, короче, но не знаю, по вкусу вообще не схожа с нашими колбасами. Вот, а остальное очень сильно все. Вот, кстати, я же вот это ему хотела. Можно дать попробовать. Ну ладно, наверное, ушел уже. Сейчас я, может, его найду, дам ему. Колбаску отдала. Так, нутелла. Цены не видны. Здесь вот тоже опять-таки сыры. Сыры, конечно, вообще просто куча. Море сыров. Яйца 15 штук, 92 лиры пишут. 30 штук, 159 лир. Здесь, конечно, вкусняшек очень много. Вот. Всякие кукурузные, видите? О, сладенькие есть. Вот 55 лир. Вот таких вкусняшек тут, конечно, полно. Не в шоке, не в 101 таких вкусняшек нету. Оливки разные, черные. Вот, кстати, мармара Берлик. Черные 210 лир стоят. Вот подписчица говорила, что они вкусные. Ну, мы пробовали, мы такие особо не любим. Я люблю на рынке покупать. Свежие только. Очень много разных. Так, ну это мед. Варенье. Земляничное, розовое, абрикосовое, черная, как она уже, черри, подождите, не черри, как она, вот из головы того, кирас. В общем, все, забыла. Скоро, кстати, вот эта вот вишня пойдет. Как она? Да хоть убей, из головы вылетела. В общем, короче, знаете, что заметили? Здесь нету яблочного варенья. Вот все есть, даже вот айва есть, а яблочное варенье нету. Вот, кстати, вот это вот на вареную сгущенку нашу очень походит, кому вот интересно. Сютриджилли называется сгущенка. Вот. Потом уж пикмес, их любимый, разный. Пикмес, кстати, вдвое дороже, чем варенье обычное стоит. Гречка 97 лир, килограммчик. Тахин. Мне, кстати, вот кто-то писал, любят тахин
с пекмезом вместе смешивать и кушать. Вот. Уксусы вот продаются здесь. Сколько стоит? 23 лиры, 14 лир уксус. Есть разные еще яблочные, виноградные, эти соевые соусы, сырные соусы, гранатовые люблю, кетчупы, майонезы. Пожалуйста, по ценам можете остановить на стоп-кадр, посмотреть, сколько стоит. Знаете, какой майонез нам нравится? Вот этот вот, фирма Тат. Вот мы берем его, и кетчуп тоже берем с фирмы Тат. Нам нравится. Короиджи чермес написано, то есть без консервантов. Цена вот 56. Есть острый, есть не острый. А вот, кстати, эти бич-пакеты по 13 лир. Дальше макароны. Макароны же есть разные. Барилла здесь 46. По 31 продают. В этом, в Каррефуре. Ну, здесь тоже, наверное, акция бывает иногда. Вот и за 23 есть. И за 30 есть. И за 27 есть. И за 22 есть макароны. И за 12 даже есть макароны. И за 12. Вот смотрите. 500 грамм. Рис килограммчик за 59. 94. По 25 есть. Вот. По 39 вот. По 54. Кстати, жасминовый рис хороший. Есть вообще какой-то белый по 200 лир за килограмм. Очень дорого. Кукурузная мирджимек. Сара мирджимек. Ничего себе, желтая этот чечевица. Ничего себе. Смотрите. Кто-нибудь желтую чечевицу когда-нибудь пробовал? И такое бывает. Здесь, наверное, много что интересного можно найти. Давайте посмотрим. Вот это что? Бакла. Вот что это такое бакла? Кто знает, на орешки резанные похоже. Вот, есть фасоль. Такая она. Розовенькие такие эти. Плоские. 203 лиры. Это тут рис. Вот бодай. Смотрите. Пшеница получается. Мне муж говорит, у них же есть булгур. Это, говорит, пшеница. Неужели это пшеница? Бодай вот отдельно есть. Опять желтый мирджимек. Этот чечевица, зеленая чечевица. Желтая здесь вообще 222, видать, она дорогая. 59 лир зеленая, 191, 115 даже есть. Так, оливковое масло, растительное подсолнечное масло. Вот, 2 литра 234, 230, 2 литра 148 даже есть. Ну и оливковое масло по 300, по 400. По 229 есть вот такая вот. 300. Вот. 345. 2 литра 789. 555. 2 литра 821. 2 литра 394. Ривьера. Это мигросовская. Вот такая вот в банке. 699. 659. 659. 1915. Это, наверное, когда создавали. Так, есть даже вот фундук масло. Ничего себе. Да, литр 209. Интересно, для чего вот он предназначен. Вот есть 2 литра 371. Надо как-нибудь тоже купить, попробовать. Ну, а мы с подсолнечного масла переходим на оливковое полностью сейчас. Литр вот есть за 218 и за 149 есть. Знаете, что заметила? Вот когда прямого отжима дороже, когда вот такой как бы для рафинированной уже, для жарки дешевле.
Вот, там была девушка, я отошла. Давайте покажу крупы. Так, идем по порядку. Красная чечевица, чечевица. Здесь все чечевица. Нут килограмм 119. Булгур. Вот этот булгур, он получается мельче. Неужели это тоже пшеница? Напишите, кто знает. Наверное, да, похоже очень, потому что вот цены разные. И по 39 есть. Вот нут тоже и по 156, по 114 есть. Фасоль есть. Вот белая 99. Фасоль разная. И булгур, рис. Нет, особо больше ничего не вижу. Здесь уже консервированный тунец. Цены тоже очень-очень различаются. А это что такое? Ничего себе, я такого еще не видела. Смотрите, в каких пакетиках. Один пакетик 109 лир. Интересно. Для салата, скорее всего, упаковывают так. Так, вот такие есть цены, смотрите. 3 по 80 грамм 189, 2 по 140 грамм 279, 3 по 75 213, 3 по 75 289. То есть цены вообще прям отличаются очень. Вот это вот 80 грамм. Так, что-то непонятно, короче, написано. Ладно. Вот еще что-то продают. Какую-то кашу. Какие-то каши разные. Да уж. Вот это вот. Здесь тоже консервированное. Все, фасоль. Еще это долма даже есть. Или сарма даже написано. 92 лиры. 400 грамм. То есть кукурузка вот есть. 3 банки по 150 грамм. 99 лир. Что еще вкусное тут продают? Консервированный перец по 87. По мне так цены все равно. Вот в сетевых как будто дешевле. Но здесь, конечно, выбор большой. Смотрите, что это продают. Что это такое? Капари. Бирак. Каперсы. Нет, не знаю, что это. Подскажите, кто знает. Капари. Вот, сармсак. Это уж чеснок. Тоже такой беленький. 340 грамм, 126. Интересно, для чего это надо? Вкусные всякие тут огурчики. Аж слюни потекли, когда увидела эти огурчики. Перец консервирован, ну, то есть это тоже в банках. Огурцы и томатная паста. Томатная паста уж хорошая. В Турции все говорят 49 лир. Она тоже быстро портится. 830 грамм, 49 лир. Большая вот такая вот упаковка. Есть вот такие вот банки. По 139 лир, по 166, 1,5 килограмма. 700 грамм, 76. Горошек консервированный, 830 грамм, и за 29 есть, и за 59. 69, 50. Пюре опять томатное. Что тут еще есть? Консервированный горошек. Бамья. Что такое бамья, кто знает? 119 лир. Гурме. Это вяленые помидоры, вяленые какие-то там вкусняшки всякие. Вот. Мука. Так, мука, смотрите. 2 килограмма 42 лиры. 72 лиры. Килограммчик 29 лир. 23. Вот есть разная мука еще. Ирмик. Я, наверное, вот это возьму. У меня дети любят кукурузную. Не кукурузную, а как она называется? Манную кашу. Это вот манная каша. Так, вот смотрите, есть вот такая вот. 500 грамм 93. Как она называется? Семечки-то эти. Забыла. Это семена чия. 500 грамм 82. Это нет, это не кино, это тоже заливаете водой, потом принимаете. Забыла, как называется. Ладно. В общем-то, еще здесь есть маш. 500 грамм 42 лиры.
Нут, килограмм 105. Это уже булгур, органик написано. Вот такие цены. Так, это все не буду показывать. Покажу в этой стороне, что есть. Вот смотрите, две консервы по 160 грамм. Вот это выгодно получается, 89 лир, мигросовская. Есть вот сухие завтраки по 145 лир. Здесь вижу майонез 500 грамм, 149 лир. Помидоры консервированные, смотрите, 159 лир. Да, вот, ну, конечно, вот поинтереснее будет выбор. Каймак 150 грамм, 71 рулонный. И 200 грамм 94. Вот, каймак на днях брала, каймак очень вкусный. Литр молока 38 лир. Здесь сыры всякие такие в коробках. Вот. Ну, там есть типа, знаете, сыров, как наш вот в греческий салат добавляют. Я уже все позабыла, как они называются. Здесь вот знаю, помню, сюзьме пенир, а по-русски уже забыла, как называются. В общем, вот такие вот сыры мягкие, большие упаковки сыров. Вот йогурт, сюзьме йогурт, кстати, вот сюзьме йогурт это вот реально как сметана. 87 лир, 500 грамм. Лучше такое брать, чем тратить много денег. Есть вот питьевой 250 миллилитров со вкусом 29 лир. И большая литровая 66 без вкуса. Айранчики по 13 лир. Вот. Этот холодильник у нас закончился. Пойдемте дальше. Я еще себя сегодня не показывала вам. Короче, выехала я сегодня за этим. У меня, представляете, номер телефона, симку, короче, заблокировали. Все, слот заблокировали. Я хотела сделать eSIM. В прошлом году я сделала дополнительный eSIM. То есть мне телефон, каждый год, короче, у всех телефоны 4 месяца дают на пользование. И потом, ну, иностранные телефоны закрывают, да. Кто вот не знает, впервые слышит, я расскажу. И дополнительно, и каждый год открывается симка, слот, разблокировывается. Или ты, когда выезжаешь за границу, разблокировывается. И в общем, 4 месяца прошло, и я в прошлом году сделала eSIM еще на 4 месяца. И в этом году мне сказали, что eSIM уже запретили иностранцам. Поэтому сейчас я без связи, но у меня есть турецкий телефон, который не блокируется, и я буду вставлять туда свою симку, буду так теперь ходить. Поэтому обидно, конечно. Да, есть и плюсы, и минусы жизни в Турции. Есть вот такие вот моменты, как многие русскоговорящие говорят, мы для них, я бенджи. И все правила у них вот для этого. Такие дела, поэтому что хочу сказать. Работаем, зарабатываем на телефон. Кому интересно, я работаю удаленно. Можете написать мне по ссылке в описании. Я оставляю, там есть ссылочка, написано удаленная работа. Кому интересно, кто хочет тоже удаленно зарабатывать, пишите, друзья. Колу, наверное, не буду показывать. Пепси, да, вода вот чисто покажу. Маленькая водичка 12 лир. Большая водичка 45 лир. 5-литровая. 5-литровая есть еще и за 23 лиры. То есть фирма разная и цены разные. Здесь тоже водичка есть и по 47, и по 45, и по 39. Вот. Конфеты вот есть вкусные, разные. Кстати, вот смотрите, есть шоколад-то этот, как он, дубайский. 100 грамм, 180 лир. 200 грамм, 179 лир. Это не похоже на дубайский шоколад. Вот еще похоже на дубайский. Дубако написано 35 лир. Кстати, вот это вот недорого. Можно попробовать. 35 лир. Почему я вот этот термик взяла? У меня вот любят манную кашу есть. И прям просят. Вот. Я как бы особо раньше не готовила. Сейчас в последнее время начала готовить. И прям просят. Прям очень. Так, цены здесь нету. Кеш ее продают соленый. Вот такие конфетки, смотрите, тоже Дубако написано, то есть по типу дубайского. 329 лир, 315 грамм.
160 грамм 255 лир. В принципе, сейчас, наверное, уже везде. О, смотрите, какие вкусняшки. Такие вкусняшки стоят дорого. Сколько у вас вот стоит, например, вот наподобие еще и дубайский шоколад, наподобие дубайского шоколада. 315 грамм. Сколько у вас стоит? Здесь 329, если умножить на 2,2 будет, сейчас скажу, 660 и где-то еще 60. 740. Вот такой вот рублей, если в рублях считать. 740. Сколько у вас вот на подарочный вот такой вот, если брать, сколько будет стоить? Интересно тоже уже, какие цены у вас, печеньки продают. Ну, я скажу, что в сетевом магазине все-таки все равно все дешевле. Вот. Ну, такие вещи я не люблю смотреть, потому что я в основном все покупаю с интернет-магазина Atomy, который привозят домой. И такие большие порошки, которые, кстати, сколько здесь? На 20 стирок, а у меня на 30 стирок. Такая же цена. Еще и 150 грамм у меня весит порошочек. Но он у меня листовой, поэтому Корея рулит. И я все покупаю с Кореи. А еще, кстати, вот эти вот ополаскиватели уже в составе имеются, поэтому я даже ополаскиватели не покупаю, потому что в моем порошке там и порошок сам, и ополаскиватель имеется. Еще и стоит 300 лир, еще и на 30 стирок. Намного дешевле получается, ведь еще и на дом привозят. Еще удобно и комфортно. Поэтому я здесь особо такие вещи не покупаю. Я и гель для мытья посуды, и все беру в своем интернет-магазинчике. Вот. Еще и зарабатываю при этом. Поэтому, кому интересен продукт, можете в продуктовый чат проходить. Там тоже ссылочка есть. Вот. Дальше идем. Детское питание не буду показывать. Ну, наверное, у меня уже чай только остался, да? Вроде все показала. Кстати, вот этот чай мы покупали. Говорят, вот вкусный. Действительно, терияки чай. Килограммчик. Недорого, стоит 232. Ну, а мы берем Акбар. Последний раз купили Акбар покупали. И он стоил 350, где-то за 800 грамм, помню. Здесь даже вон чемпион чай есть. Ахмад чай есть, кому надо. И вот на днях мы купили пикоя. Короче, 380 лир. 800 грамм. Здесь всякие эти сухарики. Всякие вкусняшки продают. Сухарики 87. Вчера купила, короче, наподобие сухарики в этом, в Каррефуре за 30 с чем-то лир. Вот, цены разные. Везде разные цены. Батончики есть вот такие вот. Батончики. По ценам можете посмотреть. Я не часто покупаю, мы покупаем такие батончики в поход обычно. Вот. Короче, такие цены. Дальше посмотрим. Ну, давайте покажу соки, да, потому что вот мы вот любим покупать соки, вот они дорогие по 69 лир. Есть за 30 с чем-то лир тут, но здесь вот состав, вот этот Дайме 100%, конечно, еще читать есть. Там как бы даже и написано Дайме 100% написано, но иногда бывает в состав добавляют консерванты, мы такой не берем. 69 лир, но в основном вот мы вот эту вот фирму берем, но читаем обязательно состав, чтобы было без консервантов. Вот, конфетки, киткат, тончик 38 грамм, 22 лиры. Тоже, кому интересно, можете посмотреть по ценам. Здесь их очень много, и каждый называть очень сложно. Можете на стоп-кадр ставить. Вот так вот я пройдусь. Вот. У нас зарплата в 20-х числах, поэтому мы обычно прям закупаемся после 20-х. Мне надо будет, как раз старшего сына провожаю в Россию, надо будет собирать чемодан с гостинцами, и я уже после 20-х чисел прям буду закупаться, всякие вкусняшки буду искать, обязательно вам тоже поснимаю, что я отправляю в Россию, что можно привезти. Таблероны 100 грамм 99 лир, Милка 60 лир. Короче, цены вот такие вот. Я помню, брауни у меня спрашивали, сколько стоит. Вот тоже можете посмотреть, по 75 лир.
Цены вот такие вот. Кстати, здесь в Мигросе есть алкашка, алкоголь. Могу показать, сколько стоит. Потому что в сетевых нету. Знаете, что еще? Принглс, чипсы, да, пропали. И вместо Принглса вот такие вот мастер потато появились. Но Принглс, они кукурузные вроде как, да? Кто знает. А эти, они из картошки. Но очень похоже делают. Вот такая упаковка 99 лир. Кола 2,5 литра 70 лир. Так, здесь вот жвачки. Может быть, кому-то еще и жвачки интересны будут. Вот такие вот. Кстати, здесь жвачки, знаете, какие? Лавис, кстати, продается. Здесь жвачки без сахара продаются. Вот они. Фалим. Разного вкуса, да, вот вкус есть. Но они без сахара. Ну, прикольно, короче, иногда так вот. И там их очень много. 52 лиры стоят. Вот. Мармеладки по 39 лир. По 29 есть. Скажите, сколько стоят у вас сейчас мармеладки? Например, вот такие вот эти суфле маршмеллоу 39 лир. Так, и алкашка, да? Вот про соки говорила, да? Вот смотрите, за 42 лиры есть сок. И так, не вижу. И по 35 вот есть, как бы. Так, алкашка. Сколько стоит? Смотрите, я особо не разбираюсь, но могу сказать. 135 лир баночка. Эфес 65. Бат 85 лир. Ну, алкашка здесь дороже однозначно стоит. 68 лир. 80 лир. 80 лир. 70 лир. Упаковка из 4 300 лир. Из 6 390 лир. 470 лир. 315, 299. 315, я так понимаю, это 4 упаковки. Отдельно 100 лир, 75 лир, 100 лир, 80 лир, 80 лир. Миллер 90 лир. Поменьше 80 лир. Белфаст 75 лир. 60 лир. 85, 63, 395, 240. И сникерсы как раз к пиву 24 лиры. А здесь вот стеклянная Туборг 70, 110. Какой-то этот, короче, немецкое вроде пиво. Сол 110. Туборг 83. Карлсберг 90. 88. 95. И вины. Вины вижу по 450, по 320, по 259 есть. 195 даже есть. 300 лир бутылка вина, 349. Есть вот за 590, 613, 222, 449, 549. О, Майот Шандон шампанское. 3400 лир. Вот, я думаю, что скоро я смогу себе это позволить. Напоминаю, у меня муж работает в Акую, я работаю дома. Я уже начала зарабатывать, и я думаю, скоро я смогу себе позволить такое шампанское пить. Куплю, короче, на день рождения мужа. Подарок сделаю. А потому что он постоянно Майот Шандон, вот так вот ходит. Ну, он, короче, в молодости барменом работал и знает вот толк в алкоголе, знает, какое пиво хорошее, знает, какое вино хорошее, и вот это все. И когда мы проходим мимо алкогольки, ну, как бы он не любитель выпить, но он мне что-то рассказывает. Там вот это хорошее. Смотрите, раки. Раки это как водка наша, но она идет со вкусом. Анисовая она идет обычно. Здесь есть, пожалуйста, водка наша. Салют, кому надо. Джек Дэниелс 190, 1195. В общем, цены видите, да? Какие? Чивас
Вот такие цены. Вот, в общем-то, Red Label тоже вот цены, посмотрите, кому интересно. Ну и все на этом. Буду закругляться. Надо домой ехать работать и готовить, кушать. Хотя у меня вроде на обед сегодня приготовлено. Ну что, на этом все, друзья. Вот такие цены. Делитесь своими ценами. Всех люблю, всех целую. Всем желаю много денег, чтобы все вы обязательно себе, ну, либо кому-то на подарок, если вы не пьете, могли позволить купить себе Майот Шандон. Вот, всем желаю счастья, конечно же, здоровья и мирного неба над головой. Всем пока!